Приветствую вас, дамы и господа. Поговорим про рухнувшие надежды путинской кодлы. Вот темы, которые мы затронем в сегодняшнем обзоре. Первое. Сердце Путина верило сбудется, счастье с нефтью настанет вот-вот. Второе. Путин и рухнувшие надежды. Третье. Под гнетом депрессии. Новый год для путинской группы сулил новыми надеждами и возможными долгосрочными приобретениями в виде обнуления и укоренения навсегда у власти его алчно заточенной клики приятелей, их родственничков, в том числе множество паразитов, приспособленцев типа Михалков, Машков, Малышева, Безруков, Соловьев, Киселев и многие другие. Вся эта алчная братья, которая считает, кто не устроен, значит туп, а следовательно заслуживает положения, в котором оказался, видят своей задачей цементирование навсегда в текущем положении людей, оказавшихся в данном положении. Но упс, промашечка вышла, вмешался вирус под названием COVID-19, который, к их большому сожалению, внес огромные коррективы в намеченные грязные ходы, запланированные на этот годик. Это узаконить несменяемость, закрепить его грандиозно обставленным Днем Победы, разобраться с Украиной и странами Прибалтики, протроллить выборы в США и помочь Трампу переизбраться, доработать Северный поток, разобраться с Сирией и так далее. Но всем этим планам не суждено сбыться с учетом сложившейся ситуации и резким ухудшением на мировом рынке энергоносителей. Так, например, стоимость фьючерсов на нефть WTI пробила дно и ушла в минус. А я напомню, что это не самый лучший сорт нефти, является основным сортом, торгуемым Россией на рынках сырья. Но если коронавирус является событием непреодолимой силы, то есть явлением непрогнозируемым, но по крайней мере на данном этапе времени, то цены на нефть являются прямым следствием тупости и хамства путинского картеля, которые в свою очередь, оторвавшись от земли, то ли вследствие безнаказанности, то ли из-за действий стимуляторов кокаинового свойства, решили, что им все позволено. Главное то, что агрессия, к которой путинская клика привыкла прибегать внутри страны в разборках и убийствах неугодных, неприемлема в обсуждении вопросов на мировой арене. Мало того, подобное поведение реально позабавило саудитов и их многочисленных союзников в развитых странах, вследствие чего был принят относительно несложный шаг, который вылил на голову Путина и его отмороженной клики ведро холодных помоев на глазах у всего мира в виде обрушения нефтяных цен и перечеркивания одним махом всех путинских планов, от которых вряд ли они уже отмоются. Вот так серьезные ребята разбираются с закостенелыми узурпаторами и отморозками в виде Путина и его кодлы. Напомню, на днях саудиты подписали соглашение с Путиным о сокращении добычи нефти, из-за которого и началось противостояние, спровоцированное хамством путинской группировки, вследствие чего после наглой выходки Путин долгое время не мог связаться с королевской семьей, так как те просто игнорировали его попытки обсудить ситуацию, что в свою очередь вынудило его, ползая на пузе перед Трампом и умоляя его посодействовать в решении вопроса с корпринцем, убедить его в том, что принц все неправильно понял и что путинские просто напортачили и неправильно интерпретировали путинский посыл к саудовцам, и что лично Путин относится к королевской семье с глубоким почтением и шлет им нижайшие поклоны. И все же поговорить с принцем и посодействовать в подписании договора о сокращении добычи, а следовательно поставок нефти на мировые рынки, что должно подстегнуть цены вверх. Даже при всем при этом Саудовская Аравия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, нарастив добычу до вступления в силу договора, еще сильнее упрочила свое положение в Азии.
а непосредственно в Китае, который потихоньку, выходя из пандемии, наращивает объемы покупаемой нефти. Также саудовская нефть более легкая, а следовательно лучшего качества, чем российская. Китай останавливает свой выбор в пользу нее, тем самым не вслух посылая Володю с группой попытать счастье где-нибудь еще и при этом держаться подальше от Азии, где Китай стремится доминировать. Вова не в том положении, чтобы спорить, поэтому послушно ретируется. Но не волнуйтесь за него, он будет действовать по старинке. Унижение от сильного молча снесет. Зато потом, когда придет домой, там всех отмутозит, изрыгая при этом отборную брань и лютую желчь. Типичное поведение для труса и узурпатора. Так что получается, зря Володя и здесь унижался, умоляя Трампа о содействии. Кстати, труба, протянутая 9 лет назад в Азию, под названием ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, по которой ежедневно поставлялось 1,6 миллионов баррелей, благодаря тупости путинских братков в отношении саудитов, теперь не поставляет и трети былых объемов нефти, так как нужды в ней нету, она замещена нефтью, поступающей из Саудовской Аравии. Соответственно, Путину в скором времени придется сократить импорт товаров из Китая, чтобы не допустить вымывания наличности в связи с тем, что экспорт иссяк. Это незамедлительно скажется на пополняемости товаром полок в магазинах и появлением дефицита, потому что кроме Китая с Россией практически никто не торгует, за исключением стран бывшего СССР, за что благодарим профнепригодного Путина и его алчную кодлу. Также надо сказать, что саудиты снизили для азиатского рынка цены на все виды своей нефти до $5 за баррель. По этой цене путинская нефть, не выдерживая никакой конкуренции, иссякает в поставках. Уж обнуляться так обнуляться. Сразу за этим последовало снижение цены на нефть для Азии, такими странами как Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Примерно так же обстоят дела и в Европе, где нефть из Саудовской Аравии активно вытесняет путинскую, так что у Путина остается все меньше пространства для маневра. Обнуляться по-взрослому, Володенька. Кстати, по данным информационных агентств, таких как Time и других, экспорт саудовской нефти в Европу превысит 29 миллионов баррелей, что близко к максимуму экспорта августа 2016 года. Также доля саудовской нефти растет в таких странах, как Италия, Турция, Греция, Франция, Польша и другие, являющиеся покупателями путинской нефти в недавнем прошлом. В мае польские МПЗ ждут саудовскую нефть в рекордных количествах 560 тысяч тонн, которую они получат через порт в Гданьске. А вот путинской нефти впервые в этом месяце Польша не импортирует ни одной капли. Так что обнуления у Володеньки идут полным ходом. Также саудиты ввели новые правила в расчетах за свою нефть, которые дают отсрочку платежа на 90 дней, что привлечет дополнительных потребителей, особенно со стороны небогатых стран, таких как, говорить не буду, их очень много, просто не хочу никого обидеть, так как сам им очень сочувствую. В общем, пока в мире бушует пандемия, а цены на нефть продолжают падать, страны-импортеры забивают свои хранилища дешевой нефтью, что, конечно же, продолжит влиять на цену нефти в минус долгие месяцы, даже в том случае, если мир выйдет из пандемии завтра. Но этого не произойдет, так как по оценкам мировых светил, науки и медицины, пандемия находится только в первой фазе своего развития, а значит, о высоких ценах на нефть Володеньке и его кодле отморозков придется забыть навсегда. Россию ждут очень тяжелые времена, благодаря пропаганде и имитации бурной деятельности Путина и его сподручных. Но унывать не стоит, так как не бывает худо без добра. Чтобы в будущем подобного не происходило, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. Спасибо за внимание и удачи нам всем. И, пожалуйста, берегите себя и своих близких. До новых встреч!